Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня такое видео, совместник наш сырый. Сегодня праздник, день Светлой Пасхи. Ну и по совместительству мой день рождения сегодня. Христос воскресе, ну и, собственно говоря, я родилась. Так что да, всех с праздником, Христос воскресе, ну и меня с днем рождения. Как вы знаете, всегда в такие праздники мы стараемся совместно с Ирой что-нибудь раскрасить. Сегодня не исключение сегодняшний день, поэтому мы решили тоже пораскрашивать. А, Я брала две раскрасочки. Это «Дыхание весны», ну и, как вы понимаете, Рита Бирман. К сожалению, не получилось раскрасить, ну, показать вам, да, в самом начале чистые работы, скажем так, потому что, ну, я не думала, что я вообще буду снимать. Я вообще думала, просто в конце месяца покажу, потом думала, где-нибудь влог какой-нибудь поснимаю. Ну, а потом мы все-таки решили не изменять традициям, а раскрасить что-то сырой, поэтому, в общем-то, я не снимала начало. Так уж вышло. Но в любом случае я раскрасила. Давайте покажу, что раскрасила. Не скажу, что я довольна результатом, но что есть, то есть. Здесь я раскрашивала вот такой разворот акварелью. Не могу сказать, что я прям довольна, потому что, ну, не знаю, как тут в некоторых местах вообще ужасно налегла акварель, в некоторых, ну, еще так терпимо. Здесь только акварель. Обычная, необычная, в общем, ой, прошу прощения, захлопывается. В общем, бумага здесь не располагает особо, по крайней мере, для меня вот она как-то, не знаю, не смогла, поэтому фон делать не рискнула. Ни акварелью, ни пастелью, потому что сразу не сделала, ну, а потом уже, собственно говоря, как говорится, поздно было об этом думать. Но в целом мне нравится и так, потому что, в общем-то, достаточно яркий разворот получился, такой ляпистый, да, по цвету. Собственно говоря, можно и без фона. Ну, может быть, потом сделаю еще и фон. Крылышки у пчелок раскрашены. Видите, они блестят. Полупрозрачный. Генда вторая там. В общем, он не раскрашен. Просто камера не хочет передавать. Ну и, как сказала, все акварель. Да, видите, да? Не знаю, как так выходит, как девочки здесь акварелят, но у меня вот вышло так. Ну, это не критично, на самом деле, тут минимум, да, и это все можно исправить, все поправимо, поэтому я же говорю, что не стала делать фон, дабы не акварелью, мне кажется, еще больше бы протекло. Не стала сильно много тут ничего наслаивать так, видите, подзатемнило в некоторых местах. В общем, может быть, пастелью потом или карандашом сделаю фон. В общем, вот такой получился жизнерадостный рисунок. Тем не менее, мне очень нравится Пасхи. Здесь вот и нарциссы, и яички, и птички, и, я не знаю, и божьи коровки. Вот такой вот весенний пасхальный рисуночек. Следующее — это «Дыхание весны». Здесь я сделала две работы. Не скажу, что я ими также довольна, но куда деваться. Здесь бумага, мне кажется, и еще немного сложнее для этих целей, ну, для раскрашивания. Мне кажется, здесь все-таки маркерами хорошо было бы красить. Как-нибудь даже попробую. Но не сегодня, понятное дело. В общем, первое я раскрасила. Так, надеюсь, вам будет видно. Вот такую иллюстрацию. Опять же, да, цветы, яйца, птички, бабочки. Стандартный набор, как и у Риты Берман, собственно говоря. Ну, мне нравится. Здесь единственная пастель как-то плохо легла. Я уже не стала, я даже пыталась стереть, по новой нанести, но она как-то не хочет здесь у меня чего-то. В общем, не заладилась в этот раз. А у меня с рисунками, что высоко, что ли, не хочет помещаться все в кадр. В общем, ну, в целом я довольна. Мне нравится, как вышло. Я надеюсь, вам видно. Вот такая вот прелесть.
Ну и доделала здесь работу, как и говорила, как и обещала, что я докрашу. Помните, я говорила, что в феечках не раскрасила, не успела. Так, что запасные листы. И я решила докрасить, как и хотела. Я ее докрасила. И здесь тоже, к слову, видите, фон как-то у меня, не знаю, как девчонки с этим справляются в таких раскрасках. У меня как-то вот бумага здесь совсем не для этих целей. Сложновато мне как-то здесь сделать нормально фон. Ну и про фон я вспомнила, когда уже, собственно говоря, поздно было закрашивать. Но в целом мне нравится. Тоже получилась такая вот весенняя работа. Опять же, нарциссы. Феечка. Ну, как и хотела, я ее закончила. Собственно говоря, это уже тоже вторая вот феечка. Здесь тоже, видите, я делала фон, и он тоже ушел как-то в грязь, и здесь было сложновато красить. Ну, собственно говоря, так же. Здесь просто более светлее получилось, чем эта работа, да. Ну, весна, поэтому, да, мне хотелось чего-то. Здесь в этой иллюстрации уже не стала на крылья наносить никакого шиммера, просто сделала такими вот белесыми, легкими, не стала ей утяжелять эти крылышки. Мне кажется, и так. Да что ж такое, камера не хочет настраиваться. Я думаю, что и так вполне неплохо получилось. Здесь еще достаточно таких вот иллюстраций. Ну и тут тоже не стало никаких блесток, ничего добавлять. Хоть и вроде как праздник, ну, мне не хотелось этого. Я решила, что этого будет достаточно. Вот такая вот получилась иллюстрация. Все-таки попала пастель на цветы, и она их все-таки немного покрасила. Я уже вроде как и стирала, и все равно смотрю, присутствует. Прямо они такие достаточно темными стали цветочки. Вроде бы стирала, убирала эту лишнюю пастель. Но бесполезно. Я смотрю, она даже не хочет убираться. Как-то вот в этом плане бумага здесь прям очень сложная. Ну, для меня. Может, кто-то здесь прям без проблем красит. Но я вот как-то не приноровлюсь никак к этой бумаге. Вот эти из вот этой серии Бомбора, по-моему, если я не ошибаюсь. Это Бомбора. Да. Бандибон. Вот. Бандибон. Мне как-то сложно вот к ней приловчиться, к этой бумаге. У меня с дракона лежат, тоже не могу раскрасить. Ну и, собственно говоря, этим. В общем, я довольна в целом, что получилось. Почему нет? Ну, и раскраски продвинулись, и какие-то доделала, да, работы. Ну и, собственно говоря, пораскрашивала совместно с Ирой за компанию, так скажем, не изменили своим традициям. Ну, такой вот рисуночек. В прошлом году я как-то яйца не красила, побольше всего красила на вербу в этой раскраске, на вербное воскресенье. Ну, а в этот раз тут больше нет вербы, просто, к сожалению, ничего на тему вербочки. А в этот раз раскрасила непосредственно уже к Пасхе сами яйца. Вот такая вот у меня красота. Спасибо, что были со мной. Еще раз всех с Пасхой. Счастья, здоровья, мира, любви вам, понимания. Еще раз всех Христос воскресе. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Проходите по ссылочке, ссылка будет под видео. Проходите на канал к Ирине, посмотреть, что раскрасила она. Я тоже сейчас закончу видео и обязательно пойду посмотрю, что получилось у нее. Очень интересно посмотреть. Кто еще не знаком, знакомьтесь с Ириной. Кто знаком, проходите обязательно посмотреть. Ну, а я буду с вами прощаться. Всем хорошего настроения весеннего, хорошо отметить Пасху. Удачного всем дня. Ну и скоро летом. Всем пока-пока.